Высадка десанта на юге, крупная группировка готова к атаке, операция какой еще не было. Путин признал провал. В Кремле заговорили о возвращении военных, срочное поручение правительству. Обозначены цели новых атак. В зоне поражения вся территория страны. Призыв к немедленной ликвидации министра обороны. Спецоперация США на границе с Россией. Целая эскадрилья военных самолетов подошла вплотную. Москва получила однозначное послание. Президента лишили права голоса, в РФ снова взрываются подстанции, а для Кремля подготовили неприятный сюрприз. Об этом и многом другом к утру 20 августа. На календаре четверг. Собрали все главные события к этому часу. В эфире «Нехта», я Дарья Петрова. Поехали. Вы все проспали. Десант уже высадился. Прошлой ночью крымские паблики забили тревогу. Над горными массивами южного берега полуострова засекли крупную группу беспилотников, которую так и не сбили, а дроны взяли и просто пропали с радаров. Возможно, их посадили на парашютах или иным способом для дальнейших повторных запусков. Беспилотный десант затаился в Крымских горах. Тревожно. Впрочем, если это и правда так, мы с вами станем свидетелями первой в истории масштабной десантно-дроновой операции. В России снова что-то взрывается. Второй раз за прошедшие сутки загорелась электроподстанция в Чебоксарах, прямо рядом с заводом в НИИР «Прогресс», тем самым, что уже дважды получал привет от украинских «Фламинго». Перед пожаром жители слышали взрыв. После весь город наблюдал черный дым над объектом. А причина, разумеется, неизвестна. Воздушную тревогу в регионе не объявляли. Это уже далеко не первый подобный случай именно в Чувашии. Энергообъекты горели и в мае, и в июне. И каждый раз местные жители слышали похожие звуки взрывов. Официально о диверсии речи не идет. Видимо, просто совпадение. Накануне точно так же полыхнула подстанция в Подмосковье. Тот пожар устроил блэкаут в Москве и вывел из строя ключевой узел связи, из-за чего разом посыпались десятки российских сайтов и интернет-провайдеров. Ударов будет только больше. Безопасных зон не осталось. Новоназначенный министр обороны Украины Евгений Хмара с порога обозначил, чего теперь ждать России. В первой же речи перед депутатами он дал понять, спокойной жизни россиянам не светит. Мы стерли дистанции. Мы стерли дистанции. Для объектов, которые питают российскую войну, больше нет безопасных зон. Мы впервые в истории наносим удары даже по Сибири. Вся экономическая база войны врага – это наши цели. Стратегия Хмары стоит на 3 китах. Фронт, люди, оборонка. Оружие станет больше. Удары точнее. Закупки без бюрократии и исключительно на войну, а не на чей-то карман. Отдельно министр подчеркнул, технологии нужны прежде всего за тем, чтобы беречь жизнь солдата на передовой. Назначение прокомментировали и Z-каналы, тем самым подкинув дров в топку и без того нервничающих россиян после ежедневных прилетов. На счету Хмары теракт в Крокус-Сити-Холле, взрывы на Крымском мосту, убийство Дарьи Дугиной, операция «Паутина» с ударами FPV-дронов по российским стратегическим аэродромам и другие громкие эпизоды. Военкор Котенок, в свою очередь, назвал министра ненавистником России, упырем-русофобом, военным преступником и записал в приоритетные цели на ликвидацию. Но сам же свои фантазии и остановил. С учетом рвения, с которым у нас подходит к делу устранения главарей в стане противника, Хмаре, похоже, ничто не угрожает. Больше 1000 видов оружия из более чем 30 стран мира на крупнейшей в Скандинавии выставке оборонной промышленности показали ночной кошмар российских НПЗ и не только. Дальнобойное оружие Украины. Компания Firepoint привезла в датский Хернинг макеты сразу нескольких ракет. Крылатую «Фламинго» с дальностью до 3000 километров и боевой частью свыше тонны, баллистические FP-7 и FP-9, а также ударный дрон FP-1. Накануне открытия выставки гендиректор Firepoint Ирина Терех заявила, что Украина продает Европе единственное, что невозможно приобрести для собственной обороны с опозданием – время. А в самой России, похоже, только сейчас начинают понимать, насколько все серьезно. Когда-то все смеялись над «Фламинго». Если тонна полетит на 3000 километров, это серьезно. К сожалению, она стала прилетать по заводам. Когда баллистика с боевой частью в 600-900 килограмм полетит, это серьезно. Это не 50 килограмм, а люты. Это все, к сожалению, полетит. И несмотря на заверение, что мы еще ничего не начинали, как любит говорить Путин, в реальности ситуация немного иная. Я считаю, опять же, я могу ошибаться, мы воюем так, как мы можем. На максимум наших возможностей. В России на официальном уровне признали потери. И сделал это лично Путин. На заседании Совета по нацпроектам он выдал улучшенную и сверхмощную формулу двоемыслия. Критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят, это очевидно.
При этом Путин поручил правительству срочно восстанавливать разрушенные логистические и складские мощности, причем на качественно новом технологическом уровне. Зачем что-то восстанавливать, да еще и в срочном порядке, если последствий никаких нет, не уточнил. Забавно, что конкретно о Wildberries, потери которого уже оцениваются аналитиками в 800 миллиардов рублей, а это около 10 миллиардов долларов, народный лидер почему-то и словом не обмолвился. Название-то не русское. Заодно хозяин Кремля призвал готовиться к возвращению военных из зоны спецоперации. Правда, о демобилизации или выводе войск речи нет. После войны Путин приказал устраивать их на работу. А россиянам как тогда готовиться к возвращению СВОшников в родные края? Вооружаться до зубов? Не зря, по данным ВЦИОМ, 60% россиян считают, что самые тяжелые времена для России еще впереди. Это, кстати, максимум тревожности со времен еще пандемийного ноября 2021 года. Общество явно не ждет улучшений. И пока Путин боится вслух произнести название компании, которой украинские дроны наносят вред, побочно признавая их эффективность, в России придумали новый способ гнать людей на фронт. На Авито за последние дни появилось больше 2000 объявлений. Ищут охранников складов Wildberries и Озон в составе мобильно-огневой группы. Рекрутеры уверяют, воевать их не отправят, ведь якобы Wildberries сделала заявку в Минобороны, чтобы их не бомбили. Несудимым мужчинам до 40 лет заочно обещают единовременную выплату более 3 миллионов рублей. Еще бы писали «не штурм», тогда точно поверят. Украинскую экономику методично добивают. Как пишет The Economist, только за 3 недели удары по логистике, складам и новой почте обошлись украинскому бизнесу примерно в 500 миллионов долларов. Особенно тяжело одесским портам. После атак на судоходство они, по словам издания, стали коммерчески мертвыми. Под угрозой и урожай. Если Украина не сможет продать 50 миллионов тонн зерна, аграрии рискуют вовсе отказаться от осенней посевной, а потери отрасли могут достичь 5% всего ВВП страны. И это только начало. Россия наращивает производство баллистических ракет, а украинское ПВО тем временем истощается. Но самое страшное не сухие цифры, а потерянные жизни людей. Россия изо дня в день убивает мирных по всей Украине. В Херсоне дрон ударил прямо по маршрутке в Корабельном районе. Погибли 4 человек. Другой беспилотник убил женщину прямо в ее автомобиле. В Запорожье авиабомба разнесла жилой дом в частном секторе. Погибли 2, 10 человек ранены. Взрывной волной повредила соседние дома. В Житомире реактивные дроны попали в здание национальной полиции. Небо у российского эксклава внезапно потемнело от натовских самолетов. Как обратило внимание немецкое издание Die Welt, во вторник в районе Калининграда одновременно засветилась целая эскадра разведки Альянса. Самолет раннего предупреждения, американский самолет радиоэлектронной борьбы, спецразведчик, а заодно американские и норвежские истребители. Операция проводилась под руководством США. Концентрация такого количества авиации у границ явно демонстративная. Восточный фланг НАТО под постоянным присмотром, и любое резкое движение Кремля заметят сразу. Остается только надеяться, что Россия поняла послание. Кто-то в Москве явно ставил на другой исход. Пытались подорвать нейтралитет, не вышло. В Швейцарии готовится референдум, на котором гражданам предстоит решить, стоит ли прописать в Конституции принцип вечного и вооруженного нейтралитета. На первый взгляд речь идет лишь об уточнении давнего принципа, но последствия могут оказаться гораздо серьезней. Подвох в деталях. Инициатива запретила бы Швейцарии не только участвовать в военных альянсах, но и вводить санкции против воюющих государств, кроме тех, что одобрит ООН. То есть полный запрет самостоятельно реагировать на агрессию, как это случилось после вторжения в Украину, когда Берн присоединился к санкциям против Москвы и сблизился с НАТО. Против инициативы выступают правительство и почти все партии. Большинство швейцарцев, 62% опрошенных, тоже идею отвергают. Так что вынесенная на голосование инициатива, похоже, обречена на провал. Президента лишили права голоса. В Казахстане продолжается тихий демонтаж наследия первого президента Нурсултана Назарбаева. Касым-Жомарт Токаев исключил из концепции внешней политики специальное пожизненное право предшественника обращаться к народу, госорганам и должностным лицам с инициативами по важнейшим вопросам, включая внешнюю политику. Заодно из документа исчезло прямое упоминание Назарбаева как основателя внешнеполитического курса. Если раньше там прямо говорилось о преемственности курса Елбасы, то теперь просто о преемственности курса без имен. Это уже не первый удар. Еще в 23-м Токаев отменил закон об особом статусе Елбасы, лишив Назарбаева всех формальных привилегий. Теперь, похоже, добрались и до последнего рычага влияния. Символически, но показательно. Бывший вечный правитель Казахстана лишается уже даже права голоса.
Есть время и для хороших новостей. Украина и Россия провели новый обмен пленными. Первый за 2 месяца, по 103 человека с каждой стороны. С начала майской договоренности об обмене 1000 на 1000 домой уже вернулись по 653 человека с обеих сторон. Як сон. Навіть не віриться, що я вдома. Показательно, что половину возвращенных россиян нашли не власти, а простые люди. Через украинские проекты, где родные сами разыскивают пленных и добиваются для них официального статуса. Украинских же военных в России держат не в специальных лагерях, как того требуют Женевские конвенции, а раскиданными по СИЗО по всей стране, что делает поиск людей почти невозможным. Бывают ли некрасивые животные? Вот уже полвека в Калифорнии отвечают на этот вопрос по-своему. Устраивают конкурс на самую уродливую собаку в мире. И в этом году мероприятие было юбилейным. Но за смешными мордочками и торчащими языками здесь всегда стояло нечто большее. Конкурс изначально придумали, чтобы доказать, красота бывает разной, а собаки с изъянами заслуживают любящий дом ничуть не меньше породистых красавцев. Первое место в этот раз занял мопс Джинни Лу, участвующий уже в 4-й раз. Но самой пронзительной оказалась история Отто, взявшего 3-е место. Метиса чихуахуа, рожденного с расщелиной неба. Собака не могла нормально есть, и первые недели жизни его кормили через зонд каждые 2 часа. Он боец, он чемпион. У него была сестра, которую привезли в приют в то же время. Она не выжила, а он преодолел все. И такие истории здесь не редкость. Суть праздника – помочь животным с непростой судьбой найти дом. Возьмите собаку из приюта, а не покупайте ее по всему миру. Наши собаки, возможно, не идеальны, старые, может, больные, но они дарят много любви. Спасибо, что досмотрели до конца. До встречи уже вечером.